Всем привет, с вами Тори-чан. Сегодня мы находимся в центре города Фукуока, самого большого города на острове Кюсю в Японии. И сегодня я покажу вам 3 моих любимых места в Фукуоке, которые я считаю, что нужно обязательно посетить. И для начала мы сейчас находимся у Фукуока Тауэр, башни Фукуоки. Это считается 3-я по высоте телевизионная башня в Японии. С нее открывается невероятный вид на город, так что идемте. Фукуока – это огромная префектура на юге Японии, самым большим городом в которой является одноименный город Фукуока. В Фукуоке проживает 1 600 000 человек, и это 5-й по размеру город в Японии, но при этом он очень компактный, и одна из его прелестей – это то, что море и горы очень близко к центру города. От ближайших гор до пляжа можно доехать на машине всего за 30 минут. Такой легкий доступ к природе делает Фукуоку очень привлекательным местом как для туризма, так и для жизни. Первым делом давайте отправимся вот туда, в морскую часть Фукуоки. Недалеко от Фукуока находится полуостров Итошима, знаменитый своими красивыми морскими пейзажами. Мы приехали в очень популярное в основном среди японских туристов место под названием Футамигаура, где можно видеть красивое сочетание моря, белых врат Тории и скал. Это не просто скалы, а священные скалы мужа и жены. По всей Японии есть несколько таких мест, где скалы стоят парой, и поэтому символизируют Изанами и Изанаги, пару богов, которая в синтоизме создала Японию. Такие врата указывают на то, что это священное место. Часто врата Тории красят в красный цвет, но здесь их сделали белыми для гармонии с морем. Дальше давайте поедем в горную часть префектуры Фукуока. Сейчас мы приехали в город Дазайфу, в храм Дазайфу, и это одно из тех мест, которые я обязательно показываю друзьям, когда они приезжают к нам в Фукуоку, потому что этот храм ничем не хуже, чем многие храмы в Киото, и я бы даже сказала, что это один из моих любимых храмов здесь, в Японии. Здесь смотрите, как красиво. Храм Дазайфу Тенмангу был построен в честь поэта по имени Мичизане в 905 году и также в честь божества искусства по имени Тенджин. Именно поэтому в этот храм приходит очень много не только иностранных туристов, но и японских студентов, кто пришел сюда загадать желание этому богу искусства и учебы Тенджин, чтобы они смогли поступить в университет или в школу удачно, сдать хорошо экзамен и так далее. К храму идет вот такая дорога с разнообразными кафешками, чайными и сувенирными магазинчиками, где даже мне трудно держать себя в руках, чтобы не скупить все. Посмотрите, какая прелесть. Это блокнот деревянный с вот таким вот красивым вырезанным узором. Какие же милые чехлы для телефонов, я не могу. Поскольку это храм, здесь продается много разных амулетов, оберегов, камней по знаку зодиака и так далее. На этой же улице находится Starbucks, который построил знаменитый японский архитектор Кума Кенго. И главная его особенность, что он вот с такими вот деревянными конструкциями. Он довольно маленький, но симпатичный. Сегодняшний Starbucks смотрится неплохо. Сейчас у нас сезон персиков. Для такой прогулки по храму японцы любят надеть красивое летнее кимоно или юката, что я бы не советовала делать летом. На улице сегодня невероятно жарко, поэтому мы решили зайти в чайную немного остыть. Мы пришли в мое скрытое место, о котором вообще никто из туристов не знает. Здесь очень красиво, очень красивый вид на сад. В этом скрытом чайном домике можно насладиться видом на традиционный японский сад и немного охладиться.
И, конечно же, выпить чай-матча со знаменитыми сладостями этого места умега и мочи, жареные рисовые лепешки со сладкой бобовой начинкой. Эти лепешки, кстати, очень интересно готовят. DX в Японии. Японские технологии. Япония будущего, точно. Очуметь. Храм Дазайфы Теммангу был построен в 905 году, и ежегодно сюда приезжают тысячи студентов, чтобы помолиться за успех на экзаменах и в учебе. Также в храме находится великолепный мост, символизирующий переход от прошлого к настоящему и будущему. Этот мост состоит из 3 частей. Первая часть представляет прошлое, вторая – настоящее, а третья – будущее. Поэтому, пересекая мост, посетители как бы проходят через время, очищая свой разум и душу. В летний период храм украшают вот такими колокольчиками фуорин, потому что считается, что их звук помогает охладиться. Как думаете, правда? Сейчас сам храм Дазайфы находится под реставрацией, но впереди стоит вот такая временная постройка, которая будет только ближайшие 10 лет здесь находиться. Концепция этого здания – небесный лес. Здесь проводят разные обряды синтоизма, как очищение и привлечение удачи на год вперед. Вот так студенты покупают разные амулеты и обереги, и также разные таблички с пожеланиями, чтобы поступить в университет, колледж или хорошо сдать экзамены. Хочу поступить в университет Фукуоки. Небольшой совет. Когда гуляете по таким популярным местам, попробуйте завернуть куда-то в маленькую улочку, и вы точно найдете что-то интересное. Главное, не заходите кому-то во двор. На обед мы решили пойти в такой маленький ресторанчик, где подают соба, японскую гречневую лапшу, и он находится в таком довольно скрытом месте, в маленьком перекрестке. Идемте внутрь. Вместе со сдачей нам дали вот такие вот монетки красивые, это 5 йен японских, и их можно кинуть вот сюда. Недалеко от храма Дазайфу находится Камадо-Диндзя, храм Камадо. И думаю, многие анимешники, кто смотрел «Клинок, рассекающий демонов», знают, что Камадо – это фамилия героев этого аниме Камадо Танжиро и Камадо Незуко. И хоть этот храм никак не связан с этим аниме, многие люди, кто любит это аниме, приходят сюда, чтобы кинуть монетку на счастье и также порисовать. Здесь также находится небольшой храм Инари, японского божества из синтоизма, который вот такой вот в форме лисицы. Это бог плодородия и жизни. Храм Камадо основан более 1300 лет назад в честь божества огня Камадо и часто посещается для молений о защите дома и семьи. Огонь также символизирует романтические отношения, поэтому сюда приходит много парочек, чтобы молиться о успехе в браке и любви. Но в последнее время он также стал популярен еще по одной причине.
Вот здесь висят эмма. Это такие таблички, на которых обычно пишут разные желания, пожелания, свои мечты. И в этом храме многие из этих табличек с рисунками персонажей из «Клинка рассекающих демонов», которые рисуют как японцы, так и иностранцы, кто приехал сюда посмотреть на этот храм. Милашество. Я не настолько уверена в своих силах, чтобы рисовать в стиле аниме, поэтому я ничего не рисовала сегодня, но если вы любите рисовать и хотели бы оставить что-нибудь в Японии от себя, то советую приехать в этот храм. Можно купить эмма в магазине здесь, деревянную табличку, и нарисовать вашего любимого персонажа аниме «Клинок демонов». Вечером же самое время исследовать центр города Фукуока. Каждый день после 6 вечера улицы города оживляются, и на них появляются палатки ятай. Это столы с разной уличной едой, как рамен, якитори и гёдза, где местные любят собираться на стаканчик пива после работы, а приезжие могут насладиться колоритом. Сейчас мы пришли в центр города, на станцию Тенджин, и здесь очень много ятай. Это вот такие палатки с едой, уличная еда. Много есть японских, понятное дело, где продается рамен, гёдза, якитори, но также есть французский ятай, и это один из самых популярных среди японцев здесь лавок с едой, потому что необычно, что это не японская еда, а французская кухня. Идемте. Идем. Этим мини-ресторанчиком заведует француз по имени Реми, который живет на острове Кюсю в Японии уже более 20 лет. Он очень прикольный и завлекает японцев не только французскими закусками, но и своим чувством юмора. Палатки ятай работают примерно до 12 ночи, поэтому за один день можно посетить несколько разных мест и попробовать разные блюда. Мы решили также зайти в классический японский ятай, чтобы съесть знаменитое блюдо яки-рамен. Яки-рамен – это тонкая лапша рамен, которая обжаривается с овощами и свиным бульоном тонкоцу. Это блюдо, а также пельмени гёдза под стаканчик пива, и получите довольных японцев. Кому интересно, в описании видео есть моя бесплатная карта с прикольными местами этого региона. Посмотрите. Надеюсь, что вам было интересно это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока!